2 марта 1783 года родился известный художник, профессор батальной живописи Императорской академии художеств Александр Иванович Зауэрвейт. Сын врача, основателя немецкого театра в Санкт-Петербурге. Воспитанник Петербургской академии художеств с 1790-1798 года, которую окончил с золотой медалью. Среди ранних работ – картина «Переход Суворова через чертов мост». Швейцарский поход армии второй коалиции под командованием Александра Суворова, предпринятый в сентябре-октябре 1799 года, стал ярким свидетельством мужества и стойкости русских воинов. Никто до той поры не решался пройти альпийскими перевалами в такую пору, фактически в зимних условиях, по засыпанным снегом тропам. А русские воины смогли преодолеть путь и при этом выдержать несколько серьезных сражений, буквально вырвав победу у французских войск. Одной из самых ярких побед суворовского похода стала победа в схватке за чертов мост, одержанная русскими чудо-богатырями 25 сентября 1799 года. Как известно, в этом бою русским удалось, сбив французский заслон, захватить мост через бурную горную реку Вёйс, который французы успели частично разрушить при отступлении. Соорудив временный настил из бревен и досок от разобранного сарая, суворовцы под огнем переправились на другой берег и отбросили занявший там оборону французский отряд генерала Лекурба. Это сражение – очень популярный сюжет у художников-баталистов XIX-XX веков. Однако на их полотнах как сам мост, так и бой за него, а также окружающая местность очень здорово различаются. Единственная фотография старого чертова моста, по которому наступали суворовцы. В 1833 году рядом и чуть выше швейцарцы соорудили новый, более крупный мост, после чего старый утратил свое значение и более не использовался. На снимке этот новый мост хорошо виден на заднем плане. С 1806 до 1812 года Александр Иванович Зауэрвейт учился в Дрезденской академии. В 1812 году, будучи еще совсем не оперившимся художником, исполнил маслом несколько работ с изображением лошадей по заказу Наполеона Бонапарта, получив прозвище «Лошадиный художник». В 1814 году Александр Иванович Зауэрвейт был приглашен Александром I в Санкт-Петербург для исполнения картин военного содержания и рисунков обмундирования русских войск. При Николае I был преподавателем рисования при великих князьях. В 1827 году Санкт-Петербургская академия художеств избрала его в свои почетные вольные общники, вскоре после чего он получил в ней должность руководителя класса баталической живописи, а позднее был возведен в звание профессора. Близость Зауэрвейда к императору Николаю I иногда приносила художнику и неприятности. У него сложились весьма недружественные отношения с министром двора, вследствие недовольства которого не прошло предложение Зауэрвейда о назначении ежегодно особой суммы для заказов художникам работ. Зная тяжелое необеспеченное материальное положение русского художника, Зауэрвейт полагал, что назначение определенной суммы позволит до известной степени улучшить его положение и, главное, не будет прежней неопределенности. Но, очевидно, предложение Зауэрвейда было доложено императору Николаю Павловичу, как нежелательное, так как на это предложение император соизволил отозваться, что если картины и другие художественные произведения наших художников удостоятся высочайшего внимания, то его величество предоставляет себе покупать оные для поощрения художников, то есть вместо права, о котором хлопотал Зауэрвейт, осталась та же милость, тоже неопределенное положение. Мастерски владея гравировальной иглой, он воспроизвел многие из своих композиций в так называемых аквафортах, разновидность печатной графики, гравюра на металле, основанной на технологии глубокой печати. Один из знаменитых рисунков мастера – бивуак казаков на Елисейских полях, Париж, в марте 1814 года.
18 марта был взят Париж, в тот же день для переговоров с Талейраном I, в сопровождении одного казака в него въехал граф Нессельроде. Бульвары были покрыты разряженной толпой, пишет граф в своих воспоминаниях. Казалось, что народ собрался, чтобы погулять на празднике, а не для того, чтобы присутствовать при вступлении неприятельских войск. 18 марта дружественные монархи торжественно вступили в Париж. Цитата из русского библиофила 1911 года: «Среди вступивших в Париж союзных войск, наибольшую популярность произвели казаки, их бивуак на Елисейских полях был по целым дням осаждаем любопытными, по улицам их всегда сопровождали парижанки». Парижане, выказывая немало предупредительности и любезности. Через несколько дней возле бивуака выросла целая масса кафе и балаганов, где казаки были желанными и почетными гостями. Вдоль по дороге в Петергоф мелькают в ряд из-за ограды разнообразные фасады и кровли мирные домов, в тени таинственных садов. Там есть трактир, и он от века зовется Красным кабачком. Михаил Юрьевич Лермонтов описывает дорогу в Красный кабачок в озорной поэме «Монго». Битва под Лейпцигом в литературе также часто встречается названием «Битва народов», крупнейшее сражение в череде наполеоновских войн и в мировой истории до Первой мировой войны, в котором император Наполеон I Бонапарт потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Битва произошла на территории Саксонии, в состав обеих сражавшихся сторон входили в том числе войска различных немецких государств. В первый день сражения 4 октября 1813 года Наполеон удачно атаковал, но под давлением превосходящих сил союзников вынужден был 18 октября отступить к Лейпцигу. 19 октября Наполеон с большими потерями начал отступление во Францию. Сражение завершило кампанию 1813 года, при этом под властью Наполеона осталась одна только Франция, что привело к вторжению союзников в 1814 году во Францию и к первому отречению Наполеона от престола. Среди учеников Зауэрвейда были такие известные художники, как Богдан Павлович Виливальди, Александр Евстафьевич Коцеблю, Василий Федорович Тим, Павел Андреевич Федотов. И конечно же его сыновья Александр и Николай Зауэрвейды пошли по стопам отца. Их произведения во многом напоминают работы знаменитого художника, но разумеется имеют свой неповторимый почерк. Александр Иванович Зауэрвейд умер 25 октября 1844 года в Санкт-Петербурге.